Здравствуйте, добро пожаловать на канал About Animals. В Румынии отлов диких лошадей является обычным делом. Охотники расставляют ловушки из проволоки, а затем, когда животное уже поймано, сковывают ему цепями ноги. С лошадью, попавшую именно в такую ловушку, и встретился герой нашей истории. Мужчина решил немедленно освободить животное, но он даже не предполагал, к чему эта помощь приведет в итоге. К такому он точно не был готов. Этот великодушный и добрый незнакомец был ветеринаром, а потому сразу понял, закованную в цепи молодую лошадь нужно срочно спасать. А иначе повреждения нанесут ей колоссальный ущерб. К несчастью, подобные ловушки очень часто приводят к серьезной травме или даже к тому, что животное впоследствии теряет способность нормально передвигаться. Цепи были настолько сильно затянуты вокруг ее лодыжек, что даже врезались в кожу. Если бы ветеринар хоть немного опоздал, кровообращение прекратилось бы, и эта бедняга утратила бы способность ходить. Чтобы не напугать кобылку, мужчина приблизился к ней максимально осторожно. Затем он достал кусачки и принялся за работу с цепями, начал перерезать звенья. Дыхание животного было тяжелым, и это не предвещало ничего хорошего. Бедняге было очень больно. Но мужчина настойчиво продолжал работать, и вскоре ему удалось перерезать все цепи на передних ногах. А затем он увидел то, от чего и ему самому сделалось больно. Цепи приносили животному сильные мучения, однако то, что было скрыто под ними, оказалось еще более ужасным. Это был клубок острых металлических проводов. Он застрял в области рядом с копытом животного. И, судя по тому, насколько глубоко застрял клубок, лошадь уже давно не могла от него освободиться. И как только она вообще вытерпела такие мучения? Мужчина надел перчатки и начал извлекать острую проволоку. Для кобылки эта процедура была очень неприятной, что, конечно, неудивительно, и она несколько раз издала какой-то странный жалобный звук. Но ветеринару оставалось только одно: продолжать. Иначе животное было не спасти. Когда ветеринар полностью избавил лошадку от жгучей боли в копыте, она успокоилась и замерла. Теперь она лежала тихо, но даже молчание, казалось, передавало то, как она была благодарна своему спасителю. Однако работа была еще не закончена с другим копытом, предстояло проделать все то же самое. К счастью, когда мужчина начал снова извлекать проволоку, лошадь уже не волновалась так сильно. Наверняка теперь она уже знала, чего ей ждать и каким будет результат. И вот ветеринар, наконец, извлек все фрагменты проволоки и почти полностью освободил лошадку. Оставалось разобраться лишь со звеньями цепи. Наконец, и это было сделано. Ветеринар вздохнул с облегчением и помог своей подопечной снова встать на ноги. Видеть то, как животное на своих ногах уходит на свободу, было для доброго незнакомца лучшей наградой. Чего еще он мог желать? Однако кое-что еще все же случилось, и оно по-настоящему шокировало мужчину. О такого рода благодарности со стороны лошади он не мог и подумать. Она вдруг наклонилась к нему и быстро поцеловала прямо в лицо. Как же удивительно все это выглядело. А потом лошадь радостно и легко умчалась вдаль. Ветеринар провожал ее взглядом и ощущал себя неподдельно счастливым. Он сделал для животного все, что было в его силах, и они стали настоящими друзьями. Он до сих пор находился под впечатлением от того, как лошадь поблагодарила его. Может ли кто-нибудь еще похвастаться такой вот признательностью со стороны животного? Хочется верить, что лошадка из нашей истории будет жить долго и счастливо, а в мире всегда найдется тот, кто не сможет пройти мимо чужой беды. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.